Привет, друзья, с вами Николай, и вы смотрите видео с канала Полезное ТВ. А в этом видео я хочу продолжить свой рассказ о том, как правильно формировать огурцы в теплице для получения более обильного и более раннего урожая. Если вы недавно подписаны на мой канал, то можете посмотреть в моих видео. Где-то около недели назад я показывал, как нужно формировать еще маленькие огурчики. Например, если они у вас еще не достигли такого большого роста. И там я рассказывал, чтобы придать первичный быстрый рост, кроме подкормок, нужно в первых 3 междоузлиях удалить все пасынки и все огурчики. Как можете видеть, у меня здесь их нет. Вот первое, второе, третье. Но вот эти как раз пасынки, они уже с того времени наросли заново. Поэтому их также нужно удалить. Мы их обрезаем. Также сразу хочу сказать, что данный способ обрезки и формировки огурцов подходит для выращивания их в теплице, также для пучковых, суперпучковых гибридов. И это тепличный, либо же шпалерный способ формировки огурцов. И заключается он главным образом в том, что мы во всех междоузлиях должны удалить пасынки, так как они нарастают очень быстро. Посмотрите, вот идет куст, здесь пасынки все были удалены. И вот до этого момента, еще пару дней назад, данный пасынок был маленький. И вот за пару дней он вымахал около 20-25 сантиметров. Он уже тянет на себя много питания. Да, он помогает кусту работать, так как через его лист тоже идет фотосинтез. Но сока и питательных веществ он расходует больше у куста. И из-за этого рост самого куста остановится. Особенно если вы не удаляли ни один из пасынков. Он просто будет расти кустом, а вверх не будет развиваться. А это очень плохо, так как на гибридных огурцах, которые выращивают в теплице, основной урожай это уже замечено годами, лично мной, я думаю, вами тоже, если вы выращиваете огурцы в теплице, что по центральной лиане больше всего закладывается огурцов, как в моем случае на пучковых, их бывает от 2 до 5 штук, а уже на пасынках мы получаем по одному, максимум 2 огурчика в междоузлии. А также в скором времени у меня на канале выйдет видео, как правильно вести и формировать огурцы в открытом грунте, а также как избавиться от пустоцвета. В принципе, и уже за прошлые года вы сможете найти данное видео в плейлисте огурцы, но в скором времени я вам еще раз напомню. Поэтому мы берем и все пасынки в междоузлиях удаляем, а огурцы, маленькие зеленцы, уже нет. Как мы это делали в начале роста самого куста. Напомню еще раз, мы удаляли и огурцы, и пасынки. Вот все это мы обрезаем. Не даем им сильно разрастаться. Лучше всего пасынки удалять вот в таком размере, когда они еще совсем маленькие. Много питания на себя они не потянули и еще не затормаживают рост. И таким образом, удаляя все эти пасынки, не цепляя сами плоды, мы придаем силы роста центральному побегу, получаем сильный рост, а соответственно и закладывается огурцов у нас здесь больше, чем на пасынках. А это значит, что урожай получается ранним. Из-за того, что лиана у нас высокая и длинная, у нас еще получается урожай и обильный. А дальше по сезону я покажу, что же делать, когда огурец дойдет до крыши теплицы и упрется в нее. Рост куста еще не останавливается. Есть 2 отличных способа, как дальше его продлевать. Можно прищипнуть верхушку будет, я вам покажу, это будет один из способов. А можно также дальше продолжать его вести в один ствол, но применять на них хитрый прием. Поэтому, друзья, кому информация с данного видео была полезна, поставьте лайк. У кого остались вопросы по формировке огурцов в теплице, задавайте их в комментариях под видео. Ожидайте выход новых видео, будет много всего интересного. На этом у меня все. Желаю удачного дня, до встречи в новых видео. Пока!